Тебя удобно очень можно повесить здесь. Специально руку поломал? Не поломано. Просто болевое. Ну, пулевое. Пулевое? Ого. А вот это тебе тоже прорезал же. На ЧВКшник это должно заживать так. И зажил. Так он же не ЧВКшник. Так он же сказал, что позывной есть. Так и у нас тоже позывные. У нас тоже по именам никто это. В тебе я вообще не сомневался. Да, ты прям просто киборг. Без вариантов. Как ваше имя, сэр? Джон Рэмбо, сэр. Можно Джон Рэмбо сюда чуть-чуть подъехать? Да, конечно. Все. Так, есть? Давай, пиши. Мотор. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что тут у нас произошла чуть не разбериха. Привели двух молодых людей, мы думали, они вместе. Оказалось, что они не только не вместе, они в разное время попали в плен. И они, в общем-то, один молодой человек из России, а второй из Луганска. То есть из Украины, хотя я не знаю, ли он в курсе. Вот. Но, в общем, будем уже делать вот как с двумя, да, одновременно. Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью и на его публикацию? Да. 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 Как зовут вас? Юшков Дмитрий Александрович. Число, месяц, год рождения? 1981, 1 мая. Откуда вы? Россия. Россия. Удмуртская республика, город Сарапул. Сарапул. Да. В города можем играть легко уже вообще. Вы? Луганск. Сотников Вячеслав Сергеевич, 25.07.2002 год. Луганская область, город Суходольск. 2002 год. Да. Полных лет? 19. 19. Судя по всему, очень хотели воевать. Нет, не хотел, пришла повестка, да и воюю. Пришла повестка. Да. То есть вам пришла повестка, вы спокойно пошли и воевать. Да. Угу. То есть не пытались не спрятаться, ничего? Нет. А почему? Это пошло, это бессмысленно. Приедут просто домой, заберут, зачем? Угу. Это усугубить свое положение. А... Это я пришел, мне пришла повестка просто еще до начала боевых действий. Я думал, просто годик сейчас служу, короче. Военный билет получу и все. Какого числа пришла повестка до военных действий? Где-то 2 октября. 2 октября эта повестка пришла 21 года. на службу. Да. Просто, да? На Да, службу. да. Угу. Я понял. А вы знали, что уже в Украине вообще происходит? Ну, по новостям там, конечно, видели это все. Так. И какие мысли были? Там мыслей никаких не было, я думал вообще просто годик служу, просто получу военный билет, блин, и все. Нет, так я говорю, в Украине война идет вообще. Ну, у нас вообще на территории война идет. То есть люди гибнут, танки взрываются, горят, в общем, все очень плохо. И вас туда призывают, и вы все равно идете. Ну, а что если и была все равно мобилизация, все равно забрали бы? А не было мысли, например, спрятаться, где-то убежать? Где через границу не пересечешь, спрятаться, с этого все равно приедут домой. Это общая мобилизация. Или видишь, там на улицу где-то тебя заберут. Ну, мне пришла повестка еще в октябре месяце, я служил, блин. Сказали, надо, типа, ехать там. Ну, вот, всех собрали, мы поехали. Скажите, пожалуйста, приятно жить в республике, в которой с вами могут так поступить? Ну, никто не застрахован, что где-то может начаться боевые действия, и будет общая мобилизация, будут всех забирать. Не, стоп. Боевые действия начались везде. No. Но в Украине такой истории, чтобы к вам приезжали из дома, вытягивали и ловили на улицах и забирали, такого нет. То есть, я вам говорю, разница. Украина, да, не оккупированная и оккупированная территория. Мобильная связь не работает, дозвониться вам нельзя. Вайбер уже заблокировали, людей на улицах ловят, отправляют на войну, они воевать вообще не хотят. Ну как вы думаете, нормально? Ну, я думаю, конечно, нет. Но я ведь не попал под это, я сам добровольно пришел. Понял. Идейно, вы ж за вот ЛНР, да, там ДНР. Да. Почему? Ну, как-то я вырос в это уже, до 8 лет я привык, я не знаю, я Украины так кого не помню. Понял. Ну, а вы думали, почему, вот в Украину не помните, да? Вы вообще думали, что есть там определенные формы управления, там, устройство государства, там, да, и так далее, и так далее. Вам в ЛНР, ДНР все устраивает? Ну, я пока там жил, у меня все нормально было. Ну, я учился, типа, у меня стипендия была, учился, нормально все.
Все нормально. То есть другого вы не хотите, вы хотите вот это вот отдельно вот эту республику. Но мне все равно где. Мне без разницы, мне лишь бы меня не трогали. Я понял. Ну вас тронули. Ну, Я от этого веду, что вас тронули. я понял. Ну, Ну вот в Украине вас бы не тронули на неоккупированной части, а на оккупированной взяли и тронули. Типа пытаюсь. повестка, представить, еще Да. как на срочную армию, типа я вот отучился, да, типа, и должен был пойти в армию. Ну, вот, типа, был выбор пойти на контракт, либо пойти на срочку, но, опять же, контракт это, типа, я ездил домой, там, получал денежное удовольствие, и потому, типа, на контракт согласился. Я понял. А вы скажите, пожалуйста, что вас мотивировало к поездке в Украину и к воевать? Заработок. Прежде всего заработок. Можете чуть громче, если можно. Прежде всего заработок. Заработок? Да. А чем вы занимались до того, как вы поехали? Работал на флоте, работал грузчиком. Потом потерял работу и пошел по контракту. Потеряли работу в связи с чем, если не секрет? Маленькая зарплата. А, просто вы сами ушли, Да, получается, да? Да. И вы когда-то служили срочку? Срочку служил. Это в каком году? 2001-2003 год. Ага. А сейчас вы, получается, пошли по контракту. Да. Знали уже, что в Украине происходит в этот момент? Что увидел по телевизору, то знал. А информации по телевизору как бы не сказать, что много передают. Ну, про информацию по телевизору мы знаем, там нацистов вы... Да, совершенно верно. Нашли нацистов в Украине? Нацистов я не увидел на Украине, ни одного. Такие же славяне, как и мы. Нормальные люди. Не, ну у вас там, я могу сказать, что есть много и не славян. То есть вот мы пообщались, там 220 человек, да, и треть примерно из них вообще никак не славяне, но они из России. Такие же люди, как и мы, как россияне, что украинцы, что россияне, одинаковые люди, никаких здесь я не знаю. Кто с кем воюет и из-за чего, даже не пойму. Я понял, я что же об этом говорю. То есть славяне, не славяне, на самом деле для нас в этом никакой разницы нет. Это россияне постоянно акцентируют на этом внимание, так вот я акцентирую внимание уже со своей стороны, что зачем-то буряты, марийцы, дагестанцы и, в общем, много-много-много других народностей, которые себя даже русскими не считают, из наших интервью, приехали в Украину. Кого-то от кого-то защищать. Мы никак понять не можем, кого и от кого. Вот я даже теперь не могу понять, кого и от кого защищают тут. А буряты и кто там приезжает, это, наверное, скорее всего, финансовый вопрос. Финансовый вопрос. Ну, скорее всего. Людей поставили в такие условия, что им негде заработать, они просто идут. За других я не могу сказать, потому что А не надо за других говорить. Все не истории обладаю похожи. информацией, да. Да. Ну и какого числа вы сейчас подписали контракт? Нет, откуда вы вообще узнали про то, что можно подписать контракт, куда нужно обращаться? Пришел в военкомат, мне вот предложили. А, просто сами пришли, это Да, ваше? да. То есть, как вы понимаете, что в Украине идет полномасштабная война, гибнут люди, надо убивать людей, и вы конкретно в связи с финансовыми проблемами пошли в военкомат и поехали в Украину. Сказали, что воевать мне не придется. Третьим эшелоном, говорит, вы пойдете. Скорее всего, вы, говорит, будете на охране, гуманитарной помощи и разгрузка, погрузка. Ну, и вы поверили. И да. Ну, что вы Вот, скажете? почему нет? А кроме вас, говорит, есть кому воевать. Да. У нас как бы уходили-то все там за 40 лет, старше 40 лет. Кроме вас есть кому воевать. Да. Да вы что, Первый эшелон, второй эшелон. Вы, говорит, просто, говорит, там как, вот, Вас охрана. обманули? Так же самое говорили. Вас обманули? Первую неделю я здесь находился буквально, с 20 числа. Неделю мы убирали школу, там, прибирались, убирались вокруг школы, там, вот неделю. А потом 28-го нас увезли и послали как бы на позицию. И 29-го меня взяли в плен. Вас обманули, я спрашиваю? Скорее всего, получается так. Что если я ехал гуманитарные грузы охранять, там, сопровождать, допустим, да, если, не штурмовать там ничто, не стрелять, не воевать. Вот. Получается так. А вас обманули?
Ну, мне нам говорили, что мы там будем тоже идти вторым эшелоном, типа, но мы будем уже как бы просто там закрепляться и держать оборону, потому что воевать мы нас тоже не будем. Так вас обманули? Да. Все то же самое у меня примерно. Вот Россия, вот так называемая непризнанная республика. Да, все примерно Я то же пытаюсь самое. провести параллели. Да, всё Украинцы конкретно четко знают одну простую вещь. Мы на своей земле, мы ее защищаем. Они идут, чтобы ее защищать, и они ее защищают. Понимаете? Да. То есть никто никого не обманывает, все идут добровольно, во-первых, и знают, как, что и зачем они идут. Я провожу просто параллели, чтобы вы для себя имели какое-то отличие. То есть, а там уже выбор за вами остается, что и как, и где лучше, и почему, и есть ли какая-то разница, и стоит ли ее для себя вообще поискать, эту разницу. Хорошо, а как вы попали в плен? Я? Да. Ну, у нас там, мы зашли там в цех на промзоне в городе Северодонецке. В Северодонецке. Да. Какого числа? 31 мая. 31. Зашли 31 мая, там, значит, ну, там, закрепились там. И 1 мая, 1 июня, где-то в 4 утра, значит, завязался бой. У нас были погибшие. И вот нам украинская армия предложила сложить оружие и сдаться. Ну, как мы поступили? Нас вот 6 человек. Сколько раз вы постреляли за все время своей службы или военных действий, боевых действий? Я не знаю, я не читал. А можете рассказать эпизоды вот, именно боевых столкновений? Ну, блин, в основном это боевые столкновения были в городе Рубежном. Рубежа. Да, в Северодонецке столкновений не было таковых вообще. Ну, там, мы проходили город, она открывалась огонь с домов, с окон. Ну, мы там отстреливались, тоже теряли своих ребят. И на этой почве как бы уже шли, пытались пройти дальше. Ну, так, и так он периодически. В Рубежном много было вас? Много было среди вас потерь? Из моей роты где-то процентов 50-60 в Рубежном погибло. А сколько ротов количество? Было 64 человека. 64 человека, где-то 32 могло погибнуть, да? Примерно. Да. Плюс 300 и раненые. Ради чего? Зачем? Как вы себе это объясняете? Я не знаю. Это, у меня, мы как контрактники там почти все просто пошли позаработать денег. Не было таких и денег таких, что вот тут война, там мы там. Нет, таких не было. Все в основном просто для заработка. Вы осознаете, что вы, ну не вы в частности, да, вот все эти люди, и вы, да, тут вас можно вообще обобщить, тут не важно кто откуда. Вы пошли гибнуть из-за денег, но эти люди все, да, гибнуть из-за денег и убивать из-за денег. Я же вот сказал, что я шел с гуманитарную помощь охранять, сопровождать. Ну, типа, нам тоже не говорили, что воевать шел. воевать вы не будете, потому что подготовки такой особой не было. Мы думали, что это будет как. Мы там первый там проходит там какой-то кто-то первый шел, но не говорили, кто будет идти там перед нами. А мы просто там уже будем просто там делать блокпосты и там в городе типа охранять. Ну, это я понял, но просто я имею в виду, что когда вы уже попали непосредственно в боевые действия, вы-то уже поняли, что вас обманывают конечно. к тому времени. Ну да. Ну и... А что ты же это во-первых, далеко от дома, и типа если ты будешь бежать в дезертирство, да, там это срок там, или не знаю. Есть такие идейники просто попадаются, которые там могут же и застрелить, когда ты будешь убегать с поля боя. Так вы же говорите идейных, да? Ну, это вот у меня вроде я не встречал. Я встречал, в общем, таких людей, которые именно пришли, которые, типа, они не служили ничего до времени начала боевых действий. И пришли вот так, с понтом, типа, война началась, мы типа, сейчас земли. Ну, какие земли, не знаю, мои земли, я как жил спокойно, так как бы жил дальше. Ну, я понял, да. Мы знаем просто, как это все происходило. Мы знаем, что ваши отряды, которые проходили по землям того же Донбасса вроде бы, да, обносили, грабили дома, все оттуда выносили. У вас такого не было? Нет. Харчевались вы конкретно пайками? Мы по пайки и обоз. То есть вы не заходили в дома? Не, мы в дома заходили, но мы заходили в основном жили в разбитых домах.
То бишь просто, ну, чтобы там была крыша над головой, там, в случае плохой Я погоды, понял, что... я понял. А как вы можете описать Рубежное и Северодонецк вообще после всех этих боевых действий? Город пострадал, конечно. Ну, Северодонецк еще не так сильно пострадал, там только начало города. Ну, большие девятиэтажки разбиты в начале города, там. А дальше город, там, середина города, ну, они почти не пострадали. А Рубежное? А Рубежное, ну, начало города там тоже так не тронуто, а вот под конец, там, ближе к промзоне город разбили. С нашей стороны мины летели, и со стороны украинской армии тоже по нам мины летели. Война. Война, Ребят. да, война. Это как 8 лет, вот вы рассказываете про 8 лет. Знаете, когда вообще Это эта война вот- началась? Ну, в 2014 году. Ну, да, началась в 2014 году. Это война. И как рассказывают про 8 лет, ну, расскажите про 8 лет. Ну, это я вот за последние полгода я рассказываю. До того, что там было, я не знаю. Что было до марта месяца там. В Северодонецке, Рубежном, я не знаю. Не-не-не, там, где вы жили. У меня все было, ну, в Суходольске все спокойно было все эти 8 лет. Суходольск где находится? Краснодонский район. Это какое расстояние от Донецка? От Луганска. От Луганска. 40 километров. 40 километров от Луганска. Вы жили, все нормально, все в порядке? Да. Да, то есть нет, 8 лет, история В про... 2014 году там были обстрелы города. Ну, то Были, конечно. были, А да. знаете ли вы, что у вас в подразделениях очень много штатных российских офицеров? Нет. У меня вот в роте не было российских офицеров. Не, я понял, я имею в виду, мы уже общались с другими, там, А. батальоны, командиры полка, А. российские Ну, офицеры. Там, Я не знаю, может как быть, они именно в ротах не было россиян, а может там командование, может быть еще. Да. А вы знаете, что очень много техники российской уже с 2014 года зашло туда? Да, ну я как-то этим не интересовался. Ну. Очень плохо, надо интересоваться. Ну, желательно интересоваться. Для того, чтобы иметь хотя бы какую-то информацию, желательно интересоваться. То есть зенитно-ракетные комплексы и танки российские, которых на Донбассе никогда не было, они там с 2014 года появились, и началась война, ребят. Началась война. То есть сейчас очень активная фаза войны, да? А 8 лет она была как бы такая... Тянущаяся. Да, вялотекущая, Вялотекущая, да. заувалированная или там гибридная, или как ее там не называть. И, естественно, вот эти вот все басни про 8 лет бомбили Донбасс, это люди, наверное, просто не понимают, да, что с одной стороны россияне и нанятые ими наемники, люди, которых загнали в эти условия, что они не имели другого варианта, как только воевать, принудительно мобилизированные или проплаченные люди с той стороны, и с другой стороны Украина, которая воюет за свою территорию, потому что, извините, территория это наша. Мы никому не собирались отдавать и не собираемся. Тем более мы не видим причин. Я бы вас спросил, вы просто очень молодой человек, что изменилось у вас там после 2014 года, но, скорее всего, вы мне об этом не расскажете. Я особо не помню. Ну вот, поинтересуйтесь у взрослых людей. Сколько шахт работало при Украине? Сколько шахт стало работать при России? Ну, вот у нас Суходольск, это шахтерские города. Да. Окружены шахтами. Все шахты, которые работали до 2014 года и после, и на данный момент работают все. Шахты... Нет, у вас конкретно, возможно, я же не спорю. Я же с другими людьми общался. Надо же общую информацию собирать. У кого-то из 6 закрылось 4. У кого-то работают все. У кого-то закрылись все. По-разному. Ну, шахты просто еще, я на шахтерском специально сам учился. Угу. Типа просто, у нас некоторые шахты уже просто, уголь, там уже нечего бить. Но нужны новые столбы, но надо для этого финансирование. Финансирования, как такового, пока что нету. Я понял. Я имею в виду, что я когда общаюсь с людьми, мне никто не может сказать, что стало лучше после 2014 года. Но многие зато рассказывают, что стало хуже. А конкретно стало хуже с работой, конкретно стало хуже с финансированием. Многие, знаете, сколько из вашего региона, вот в общем, в Луганской, Донецкой области люди выехали после 2014 года кто куда? 2,5 миллиона человек, это официальная статистика. Понимаете, в чем дело? Там, где хорошо жить, оттуда люди не бегут. Они там живут. Вот из Харькова люди не сбежали, например. До тех пор, пока сейчас Харьков не начали, просто не развалили полгорода. Они оттуда не сбежали. Из Чернигова люди тоже не бежали. Из Сум люди не бежали. А из вашего региона бежали после 2014 года. И, наверное, это связано с тем, что жить стало немножко хуже. Ну, окей, хорошо. Про Северодонецк расскажите про вообще боевые действия, которые там В происходят. Северодонецке не было боевых действий вообще.
То То есть вы- мы зашли в город без боя. Мы прошли почти весь город, мы дошли до промзоны, Мгм. без боя совсем. Мы прошли спокойно. Мгм. И потом вот уже на промзоне вот мы зашли, и вот завязался этот бой, и я попал в плен. То есть это все фактически сразу произошло. Это 1 июня, получается? Да. То есть это вот буквально 10-9 дней. Да. А про рубежное что вы можете рассказать? Ну, рубежом Про действия? были боевые действия довольно активные. На протяжении почти месяца. Да, Мгм. почти месяц. Ну, мы пытались проходить вперед, а нам открывали огонь. То есть, украинские военные держали оборону. Мгм. Ну, стычки происходили периодически. Ну вы прошли рубежное, получается, Да. все-таки, да? Да. А как это происходило? Это чисто стрелковые бои в городе были, и таким образом вы продвигались? Или Ну, мы помогала артиллерия? продвигались как? Мы там был вот бой, там сегодня, например, вот, сегодня был бой, а завтра мы начинаем видеть, и уже никого там нету. То бишь там уже позиции украинской военной раскрыли, они уже знали, где они отступали, Мгм. и мы занимали их места. Мгм. Мгм. А артиллерия помогала вам? Да, и по нам, и наша артиллерия нам помогала, и украинская артиллерия по нам тоже била довольно плотно. А как именно, каким образом помогала вам ваша артиллерия? Ну, блин, по позиции, ну, когда навелся там огонь, там, ну, вот, типа, вызывали помощь, типа, там, и артиллерия работала. Ну, то есть это получается так, вот вы продвигаетесь, да, вот вы продвигаетесь, вот вы знаете, что здесь ВСУ, да, и артиллерия ваша бьет вот по этой точке, да. А разбирали там, например, позиции, вот здесь позиции ВСУ, или здесь мирные жители, или Ну, здесь мирных дома? жителей, там вот, как мы шли, не было мирных жителей вообще. А Они все дома были. жилые просто, наверное, прилетало? Да, прилетало. Прилетало. Понял. С украинской стороны мирные дома прилетало? Да. Понял. Может быть, от себя что-то интересное. Вот вы же пережили этот эпизод, он же... Да, ну, такой, это да? интересно, эта война, это не интересно совсем. Это вот, я не могу сказать, что это интересно. Зрителям Это интересно как- и документалистам интересно. Ну что, сказать, как какие люди. Если честно, очень сильно не хотелось бы это вспоминать. Я насмотрелся на стороны своих раненых друзей, некоторых друзей похоронил. Довольно Вы прямо там хоронили? Нет, мы отправляли до дома хоронили. Те, кто с какого города. Не, ну у нас добровольное общение, как я и сказал, то есть вы рассказываете то, что вы хотите рассказать. Если не хотите это вспоминать, рассказывать. Неохота это вспоминать, потому что правда это. А знаете, для чего мы делаем такие интервью? Как вы думаете? Чтобы народ посмотрел, чтобы народ был в курсе. Да. Ну, для того, чтобы до ваших там донести, может быть, кто-то что-то поймет, может для себя там какие-то сделать выводы. Потому что Украина в защите своей земли, она остановиться не может. Не может, потому что это наша земля. Нам некуда с нее бежать, отступать. И, как? Вот. А с вашей стороны, может быть, посмотрят. И знаете, здесь ключевое в нашем разговоре, это то, что, как я сказал, украинцы, мы понимаем свою цель. Наша земля, наша страна, мы ее защищаем. А вы, как вы говорите, то есть цель не очень понимали. То есть, да, я не знаю, мои земли были, я как жил, так и живу хорошо. Я особо не жаловался. Да, были моменты там какие-то, что с деньгами было, я учился, я просто не работал. Просто мы все пытаемся ответить себе на один вопрос. А зачем нам эта война? И зачем, в частности, вам эта война? Если мы-то хоть понимаем, зачем мы воюем, да? А вы со своей стороны даже и не понимаете. Зачем вам эта война? Вот мы пытаемся понять. Как сказать, просто смертный. Мне сказали, я, Да нет, я понимаю. Я имею в виду, вот рассказывают про нацистов. Я не знаю, я действительно не встретил, когда нас брали в плен, относились нормально здесь, где я сейчас нахожусь, кормят, хорошо, Какие Нет, вы получили издевательство. повреждения? Контузия, если осколочное ранение, Предоставили медицинскую помощь? да. Нацисты. Знаете. Помощь предоставили, кормят, не бьют. Да.
Что-то в этой концепции про нацистов, оно сильно не сходится с этой всей историей. Все, что россияне могут вам показать, это эти татуировочки на людях. Да вот только мы на ваших людях тоже видим. А вот покажите свою татуировку, что у вас. Не, ну это, наверное, что-то Да, это такое. давно уже. Да. А что там? Это как дракон, убивающий Нет, это какую-то ящерицу кто-то убивает, да? Да. Что это означает? Ничего не означает. Просто так, да? Да, в молодости сделал. Да. Но мы не осуждаем людей за татуировки. Понимаете, это признак очень нецивилизованной, низкоцивилизованной страны, которые там берут и раздевают людей, заставляют их в трусах там крутиться, показывать, а потом показывают это по всем федеральным каналам. Воюйте и умирайте, потому что человек себе набил наколку, понимаете, это очень странная история. Давайте теперь вы расскажите про ваш боевой путь. Приехали на территорию Украины. Первый же день нас подрывали КАМАЗ. Колонны шли, КАМАЗ подрывали у нас. 4 двухсотых, человек 30 трехсотых. Это где было? Это в районе Золотого, поселка Золотого. Примерно там где-то. Вот. Я особо не разбираюсь в этих, где какой город. Все, потом мы вот неделю где-то, вот примерно, да, неделю, 7, наверное, да, получается, в школу, приехали в школу мы, заброшенную школу мы там разгребали вот эти вот, что там было, кирпичи, мусор, все вот это, убирали со школы, вокруг школы неделю. На следующий день нас отправили вот тоже в районе Золотого, не знаю даже как там называется-то. Там переспали мы ночь в каком-то здании, не знаю, и на следующий день нас отправили занять высоту и расположиться там. Сказали, что там никого нет. Пришли, попали в засаду. И 6 человек у нас ушло обратно, успели уйти. И нас 8 человек в блиндаже, спрятались в блиндаж. Ну и все, и закидали гранатами нас. Сдались мы. Один человек не сдался, подорвал себя гранатой. Как думаете, почему он не сдался? А он луганский был, я не знаю, почему он не сдался. Может быть, ему просто кто-то накачивал информацию, о том, что нацисты будут его резать на лоскутки и так далее. Возможно, я с ним даже не общался. А вообще между вами такие разговоры были о том, что в плен нельзя попадать, потому что здесь прям страшно, что будут делать? А никто ничего не знает, кто может что сказать. А у вас были такие разговоры, что в плен нельзя попадать? Такого, чтобы прям резать. У меня в начале просто боевых действий один из наших попал в плен. Мы там знали, что нормально его обменяли, все хорошо. Кстати, меняют ваших, да, уже? То есть Давно, да. отдают. Просто очень мало таких случаев мы знаем. Меняют, значит, хорошо, правильно, так и должно. И вас взяли в плен, над вами тоже издевались? Вас Нет, били? над нами не издевались, оказали медицинскую. Я 1 300-й был с 7 человек. Оказали медицинскую помощь. Все нормально, кормят тут, все нормально. Не издеваются, не бьют. Нормальные люди, такие же, как мы. Ничего про украинцев я не могу сказать плохого. И что война здесь происходит, кого от кого защищать, вот не поймешь. Никого тут не надо защищать. Украинцы живут своей жизнью, я считаю. И вполне нормально живут. Так конфликт был фактически заморожен на 2022 год. Молодой человек не даст соврать. Ничего же не происходило фактически, правильно? Чего Путин в 2022 году, 24 февраля или там с 23 Да, 24 февраля. вдруг решил: защищаем жителей Донбасса? Я мало информации по телевизору, а всю информацию черпаешь из того, что увидел по телевизору. Что увидел по телевизору, то я и представлял себе. А все, что происходит, и уже я вот тут узнал на месте вот тут А вы как думаете, почему он решил? Я думаю, как так же самое, я сидел на полигоне, слышал обращение Путина, что там он признает наши республики, и там будет какие-то боевые действия. И только потом, а дальше как-то информации такого не было, потому что постоянно были в движении. Даже не был дома. Уже так узнавал, что вообще в мире происходит, в принципе, от людей, от мирных уже, когда мы там начали заезжать там в поселки.
А уже людей начал узнавать, что вообще в мире, в принципе, происходит. У нас не А было. вы были изолированы, что ли? У вас не было ни Нет, телефонов, ни интернета? просто дело в том, что телефоны-то не были, но заряжать эти телефоны во время движения колонны как-то негде было. У вас большая колонна была? 24 КАМАЗа, ну, КАМАЗа и Урала 24 штуки. Много поломалось по дороге? По дороге у нас ничего не поломалось. Ну, ломались так иногда, ну, Понял, быстро понял. ну, отремонтировали и Понял. дальше двигались. И вся эта колонна доехала до вот этого Золотого, да, вы рассказываете? До город там, что ли, Кировск называется, до школы. Ходить. И много потом было разбито этой техники, или не знаете об этом? Вот при мне вот КАМАЗ один напополам разорвал, а второй немножко там, ну, тоже какие-то повреждения были. Я сам лично не видел, как бы. В нем были люди? 20, ну, вот говорю, 4 двухсотых получилось в этом КАМАЗе. Ну, как я потом еще узнал, еще 2, ну, тоже двухсотых стали. И человек 30 трехсотых. А что с 300-ми потом произошло? Их отправили в больницу. В госпиталь. В больницу или в госпиталь? Российская сторона отправила в больницу? Да, да. Давай звонить ему тогда. Да, нажимаю на паузу. Юшкова Любовь Валентиновна. Добрый день, я вас не вижу. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите с сыном, да, поговорить со своим? Да, конечно. Он в плену. Я вам докладываю, что это запись, разговор под запись и для публикации. То есть он будет опубликован. И передаю ему трубку. Вы услышали, да? Да, Все, хорошо. хорошо, я должен предупредить. Люба, здравствуй. Дима, привет. Что, как дела у тебя? Ну, ранили, попал в плен. А на ухо, пусть на тебя посмотрит. Видео работает. Да. Слушай, фотографию я твою видела. В общем, я все. На экран телефона посмотрите. На экран телефона посмотрите, его лицо твое не видно. Во. Ой, да ты что? Слушай, ты такой старый стал, как будто тебе 70 лет. 41 всего лишь. Это вообще, это ужас какой-то. Сходи в военкомат, ходила ты? Да, я все уже сходила в Москву, все документы отправлены в Москву, Ага, в да. Министерство обороны Ага. и в Ростов. Ну. Воинскую часть. Ну, Как она называется? Барс? Бар-7. Бар-7? Да. Что говорят тебе хоть сейчас? Вот сейчас даю интервью, а потом это, ну, буду ждать обмена, если будет он. Алло. Алло. Ну, говори. Да, ты меня не видишь? Вижу. Ну, в общем, все, что мы могли, отправили все заявления, все отправили через Красный Крест в Москву. Ну, в Красный Крест ко мне приходили, я как бы тоже это сказал, ну, чтобы тебе сообщение послали. Приходило, нет ли? Какое? Ну, Красный Крест должны были послать тебе сообщение. Нет, не приходило, я вчера с ними связывалась, они сказали, что это самое, мое заявление отправили в Министерство обороны в Москву. Ага. Ну, я ранен сейчас как бы в лечебнице лежу. Отношения нормальные тут, не бьют, ничего. Про нацистов расскажите. Нацистов тут нет никаких. Украинцы живут своей жизнью. Ну да, конечно, постарел, это как будто тебе лет 70 стало. Ладно, что? Можно вопрос один? Да. Ну, Тут журналист хочет задать тебе вопрос. Я сейчас передам брату. Скажите, здравствуйте еще раз. Скажите, ну вы-то спецоперацию поддерживаете? Вам все это нравится, наверное, что вот люди в плен попадают, гибнут там с двух сторон. Вы поддерживаете это все? Он ведь не поехал убивать. А что он поехал делать? Просто защищать детей и женщин. Угу. Каких? Он не поехал убивать. А каких он женщин и детей поехал защищать? И зачем? И от кого? И от кого? Ну, наверное, от нацистов, я не знаю. Наверное, от нацистов. То есть вы правда верите в эту чепуху, да? Так нам такое показывают по телевизору, откуда мы знаем? Слушайте, ну...
Слушайте, ну во Вторую мировую войну там в фашистской Германии тоже много чего по телевизору показывали. У них тоже пропаганда шла. Вот верим телевизору, откуда мы знаем на самом деле, что творится у вас. Мы ведь не знаем. Ну вот на самом деле, вот ваш сын находится здесь, ему предоставили медицинскую помощь, он попал в плен. Многие из его, кто с ним шел, погибли. Вы поддерживаете это? Нет, не поддерживаю. Не поддерживаю. При этом они никого и ни от кого не защитили, чтобы вы понимали себя на секунду. Понятно, я вообще прекратилась. Но я же вас об этом и спрашиваю. Вам нравится это все, что происходит? Вы говорите Нет, да. не нравится. Я хочу, чтобы это вообще все прекратилось. Ну, а как же это прекратится, если россияне все говорят, что да, мы поддерживаем, потому что нам сказали по телевизору? Так мы вообще не хотим войны, вообще не хотим, чтобы вообще друг с другом воевать. Мы не хотим этого, конечно. Так а почему бы вам тогда просто не взять и не уйти с нашей земли, ну, россиянам? Все же люди, всех же жалко, конечно, все же люди. Ну, я понял, да. А почему бы тогда просто вот россиянам не взять и не уйти с нашей земли? Ну, простой вопрос. Не политический. Ой, я в политике, знаете, по телевизору. Он не политический вопрос. И не про телевизор. Вот зачем вам телевизор? Ну вы же можете соизмерять факты, да? Ваш сын, в частности, шел он там убивать, не шел он там убивать, да? Он в составе вооруженных сил Российской Федерации зашел на территорию Украины, да? То есть, если бы был выбор, либо он убьет, либо его убьют, он бы стрелял и убивал, понимаете? То есть, мы не знаем достоверно, что и как там было, но это было бы, могло бы произойти. А другие, которые с ним шли, они погибли. Так вот, я вас спрашиваю, а зачем? Почему бы вам просто не уйти на свою землю и не развивать свою страну? Вместо того, чтобы... Я согласна. А, вы хоть согласны с этим? Ну, слава Богу. И не было войны, я согласна. У вас в России проблемы есть какие-то? Скажите, пожалуйста. Ну, какие? Пока нет. Но я имею в виду, дороги все сделаны, школы все красивые, зарплаты у всех хорошие, газ у всех подведен, никаких проблем нет, все хорошо. Ну, не очень хорошо, но более-менее. Более-менее. А одна ракета, которая прилетает в Украину с России, стоит $1 миллион. 7. А есть такие, которые $7 миллионов стоят. Представляете, сколько у вас школ, дорог и всего прочего можно было бы сделать за эти деньги? Я понимаю вас, но я ведь не президент. Да, я понимаю, но просто от народа-то тоже много зависит, как народ мыслит, между собой разговаривает, понимаете, в другой раз. То есть оно ж так работает. Все, ладно, спасибо, даю трубку. И что дальше с ним будет? Ну, на обмен, наверное, пойдет. Скорее всего, сказали на обмен, неизвестно. Когда? Неизвестно. Вот, они тоже не знают. Вот, ты на этот номер не звони, потому что я больше не буду по этому телефону общаться. Понятно. Сегодня только вот пришли журналисты, дали, ну, согласен. Я пытался с тобой связаться тоже по вайберу, только что-то не дозвонились до тебя как-то. А потому что у меня выключенный был этот телефон, выключенный был его. Вот только я через 5 дней увидела твою видеозапись твою. Ой, фу. 5 дней. А? Еще раз. Через 5 дней только увидела твою запись. Да вы, в общем, да, скажите, все нормально. Сразу поехали мы в военкомат, потом в Ижевск и в Москву. В Ижевск ездили, да? Нет, отправляли в Ижевск. Ага. Заявление отправляла в Ижевск. А с Ижевска отправили в Москву. Ага. Красный Крест сначала, потом Министерство обороны. Ну. Вы писали в Красный Крест? Да, я писал в Красный Крест. Когда тоже. маме пришла? Тебе с Красного Креста что-то приходило? Нет. Когда вы писали? Ой, я Я вчера смотрела. Ну, примерно, неделю назад, сколько? 2 недели. Я, наверное, недели 2, если не больше назад в Красный Крест писал. Ну, к нам приходил представитель Красного Ну, для Креста. себя. Да. А вчера она звонила, то есть за 2 недели они не Я достали. вчера связывалась, мне никто ничего не сказал. А в Красный Крест тоже звонили, да, спросил? В Красный Крест ты звонила, да? Да. И чё Они мое заявление отправили в Москву. Министерство обороны. Ну.
Ну ты долбишь, что я уже тут 40 с лишним дней, получается. Я понимаю, ну, они тоже пока не знают, когда будет обмен. Ну, у нас вот забрали, неделю назад забрали двух россиян. Министерство обороны мне сказали, что в конце мая был обмен. Вот у нас, не в конце мая, ну вот, да, недели 2 назад, получается, неделю был, ну, 2 россиян забрали у нас с госпиталя. Понятно. Звони там, узнавай, что. Так звоню, и так каждый день звоню, узнаю. Я же каждый день в Министерство обороны в Москву звоню. И в Красный Крест звонила вчера. Министерство Где бы я не была. обороны. Хорошо, ладно, я, наверное, все. Ладно, давай. А что это, карточка у тебя, что там, денег никто не перечисляли? Кто мне перечислит куда? Ну, Ты что, издеваешься? Понятно. И навряд ли, наверное, все перечислят что-то. Мне что-то так кажется. А зубов вообще не стало у тебя, да? Так у меня их в доме не было. Ладно, не было. Я же пожилой уже. На 70 лет стал выглядеть. Ты Ладно, на 70 всё. лет стал выглядеть. На Ладно, 70, давай, на 70. держись. Давай. Давайте. Да, ну мама комплиментов насыпала. Вы, кстати, мой полный одногодка. И что у вас с верхними зубами? Я ничего понять не могу. В драке поломались. А, в драке поломались. Это бывает. А что у вас за летучая мышка на шее? Это по срочке. Разведка. А вы в разведке служили, да? Да и, повернитесь надо. Да. Вот он, Миша Михайлович. Да. Стрёмно, не надо было мне. А что такое А бац? что стрёмно? Ну как мне сказали, что что в плен попал разведчик. А я думаю, что вы обманываете. Что обманываю? Ну, потому что так просто сову не набивают. Наша Не сова, а летучая наша мышь. сова, их летучая мышка и шаг труба шатал. Что такое бац? Летучая мышка. Расскажите нам. Как мне сказали, это боевой армейский резерв страны. Как Всем. я, уже потом, я уже здесь это узнал, мне СБУ сказали. Но они тоже наших допрашивали из Барса. Много такого баса? У нас 7-й был. А много в этом 7-м человек? 400 человек где-то примерно. Так а Барс это что за подразделение? Это вооруженные силы? Да. А за что они отвечают? Какая их цель? Что написано в статуте? Что там я вот плодом еще ничего даже не прочитал, подписал и уехал. Все. Не, а вообще назначение Барса. Вот же я же и говорю, что вот гуманитарка и охрана, и вот КПП вот эти вот. Это задачи Барса? Да. Потому что там старше 40 лет уже берут. Мгм. Мгм. Вот еще хотел вам сказать это самое про разницу, да, еще одну. Вот мы пишем эти интервью, да, для того, чтобы ваши увидели вас, да, и вообще мы поговорили, и вообще мы стараемся остановить войну этими интервью. Да. А россияне, знаете, что делают с нашими пленными? Заставляют раздеваться, не крутиться, слышал. заставляют говорить конкретные фразы, эти конкретные фразы записывают. Там одного заставили сказать, что его командир насиловал вообще. Хотя зайдите на ГУЛАГу нет, и вы увидите, что россияне в своих же тюрьмах швабрами себя насилуют, и это точно зафиксированные факты. Так вот, я же вас ничего не заставляю говорить, вы говорите от себя как хотите. Да? У нас интервью может длиться час, полтора, два, неважно сколько. Нам важно показать и донести до людей. Да? А россиянам много не нужно. Берут пленного, заставили сказать фразу, записали, опубликовали, а эти там в ладоши хлопают все зомбаки и посмотрите на своих. Хорошо, посмотрите на своих ребят. А вы можете так, как мы, вот сесть, поговорить с ребятами? Нормально. Можете? Дать закурить, домой позвонить, да? По-человечески вы что-нибудь можете делать? Не можете. Это факт. До вас мы не можем дозвониться, то есть запиши бабушке одновременно и передайте сейчас, что вы хотите передать своим. Сейчас, подожди. Потому что это прекрасно. Я Лугаком. Я ей в WhatsApp. Давай, поехали. Подождите. Ба, передай, пожалуйста, маме, что со мной все хорошо. Я живой, здоровый. Съездите в военкомат Краснодон.
подайте там заявление, может, какое-то, не знаю, что я в плену, там, живой-здоровый, чтобы там такой списки на обмен подали. Не знаю, что тебе больше сказать, но не переживай, у нас Бьют вас. меня не бьют, все хорошо, я сытый, здоровый, получил ранение небольшое, оказали медицинскую помощь. Ну, сейчас вроде налаживается здоровье, но контузило меня, на ухо не слышу. Ну так было все хорошо, не переживай, пожалуйста, домой вернусь обязательно. Все. Окей. Ну, я думаю, что и так нормально. Так, все. Есть от себя что-нибудь добавить? Ну, пожелания опять-таки. Да, слов нет. Вроде все Слов сказал. нет, одни эмоции. Я вроде все сказал, что... Какие эмоции? Какие Да, эмоции? ну, это все это. Что не нужно, война это. Да, война, правда, никому не нужна. Ну, это все глупо, бессмысленно. Просто люди гибнут, непонятно за что. Очень много молодежи. 200-е, 300-е. Я про вашу часть, извините, забыл сказать. Вы говорите, после 40, да, набирают туда людей? Ну После почему? 40? Нет, не после. В В основном. основном. вы Да. сказали, в основном. Да, да. То есть это какие-то охранники, типа? Или Ну да, вот получается. Как Ну а воинское помощь. подразделение, часть как называется? Части у нас нет, как бы, блин, как просто Барс-7. Бог говорит, что вам нужно знать, говорит, это, то есть, ну, отряд Барс-7. Сводный отряд Барс-7. Вы подписывали с военкоматом контракт, Да. да? Со Не штабом. с каким-то ООО, ПП и ЧП, а именно с Нет, военкоматом. вот штаб, Новочеркасский штаб. Главный Новочеркасский штаб, как я понял. Какая у вас должность звание? Младший сержант, ну сержант. И звание, должность? Стрелок, снайпер. Стрелок. Да. А вы вроде снайпер, да? Или что? Нет, я вообще был механиком-водителем, а вот по ходу боевых действий уже получил младшего сержанта Мгм. и командира отделения. Младшего сержанта, командира отделения. А сколько вам зарплату обещали? Нам 78 300 рублей. А вам? 200. Ну вы наемник, походу. Только по другим названиям. Контракты подписывал же я. Ну понятно, иду в чужую страну, мама ваша говорит, кстати, что вы кого-то тут защищать шли. Да. Наверное, детей каких-то. Объясните, пожалуйста, россиянам, что это вообще такое? Я даже вмешиваться не хочу. Здесь никаких детей не надо защищать, детей здесь никто не обижает, как я заметил, насколько я знаю. И между собой украинцы нормально, украинцы нормально себя. Никакие тут присутствия Российской Федерации, я считаю, не нужны. Жили люди себе в своей стране, живут нормально. Ни к чему эта война вообще. Кто с кем воюет, из-за чего, непонятно. Я вас поправлю, конечно, защита детям и женщинам нужна нашим, но только от российских войск, которые сюда приходят, и от российских ракет, которые сюда летят. Посмотрите даже у нас на канале. Харьков, Чернигов, мы это все уже записывали. Разбомблены целые жилые кварталы, не военные части, не какие-то там отдельные формирования и не инфраструктурные даже объекты, а просто жилые, целые жилые кварталы. Вот представьте, вы сидите у себя там в Москве, в Питере, не знаю, в Улан-Удэ в каком-нибудь, и в вас прилетает ракета, бомба прилетает в ваш дом. И вам вот люди сидят и рассказывают по телефону, что это мы кого-то защищаем от кого-то. Ну, просто вдумайтесь, насколько это глупо. В Украине защита детям и женщинам нужна только от российских солдат и от российских ракет. Здесь больше не от кого и некого защищать. Просто вдумайтесь в это еще раз. И передайте что-нибудь российским солдатам, которых мобилизируют или которые собрались за деньги сюда поехать. Стоит оно того, не стоит? Я считаю, не стоит сюда ездить, вмешиваться в эту, не знаю даже как назвать, войну, не войну. Кто тут с кем воюет, непонятно. И нам здесь, пацаны, делать нечего. Еще раз бы поехали? Ни в коем случае. Путина уважаете? Путин он президент. Ну вопрос-то про другое. Я его знать не знаю. Гитлер тоже был президент. Путина уважаете? Тоже в 4 утра вторгся в чужую страну. И все было то же самое точно, что сейчас происходит со стороны фашистской Германии против Союза. Тоже точно все происходит со стороны России против Украины.
Ну, я не политик, я говорю, я тоже говорю, вот я сколько знаю по телевизору. Вы уже ответили на вопрос. Ладно, не надо вот это вот. Да. Вас, наверное, бессмысленно спрашивать, что вы можете посоветовать остальным. Просто кто, у кого есть возможность где-то спрятаться, не идти. Есть возможность не идти, всеми силами просто не идти на эту войну. О, изначально вы говорили, что нет смысла никакого. Но если есть возможность, есть там брони какие-то, типа, чтобы, ну, там, вот, работающие люди, которые работают на предприятиях, есть брони. Это, ну, там я не сам лично не знаю, это я уже через рассказ. Это все не помогает уже у вас. Все брони, людей снимают с их броней, отправляют. Нет, тут только прятаться. Прятаться, убегать куда-то, прятаться и так далее. Или отказываться, лучше там сидеть, наверное, у вас, пересидеть эту войну, чем идти и воевать. Есть вопросы? Есть одна фраза. Делитесь видео, подписывайтесь. А можете сказать? Да, ну, Иди сам. Это просто уже говорили, просили. Так, все, снято. Все, делитесь видео, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Все, чувак. Все. Про Путина-то вы, конечно, жестко не Да. Меня Я тоже. тоже. Меня. Мы еще перед интервью спрашивали, меня там не расстреляют в России случайно? Вот за это могут, да? Да, конечно, что. Короче, насыпь сигареты. Ну я им по 2 штуки даю. Что? Давай по 3. По 3, может? покидаем этот сколько. Давай по 4 раскрутим. Да, ну, вообще что-то расщедрился. Да потому что нести надо. Я просто думал сделать обход и еще там по себе раздать. Понимаешь? Так Уже есть дал, еще, уже есть еще уже одна. подарки не отдарки, знаешь. Сейчас я попробую. Это один еще вопрос, а нет спичек именно, спичек у вас? вот спички, если бы здесь были, это был бы рай, знаешь? А, знаю, да, знаю. Нет, ты попросишь на продолжу тебе, не дадут прикурить. Очень сложно. Что очень сложно. Чувак, а кто нас? Ты Ну, это куряешь? забавная игра такая. Сигарет у вас мало, полдня просите, чтобы вам дали прикурить, потом вам дают прикурить, потом вы курите, потом снова просите. Хоть есть чем заняться. Действительно так. Что, можно снимать, да? Да, давай поснимаем. Самое микрофон. Давай я. Какой мамки дозвонился? Мамки дозвонился. Ну, Буду извините, знать, у что вас у меня- этот Логан.ком, короче, в Северную Корею можно дозвониться, а в Лдернры нельзя. Вот такая история. Собираемся. Все. Все, Сейчас вы тогда ждите Так, там. мы ждем. Да, я тут прихожу и Да, или еще.